Сегодня человечество не представляет свою жизнь без разных машин и технических приспособлений. Благодаря им мы можем быстро преодолевать любые расстояния, строить сооружения абсолютно любых форм и размеров, решать разнообразные задачи во многих сферах жизни. Но особое внимание к себе всегда приковывают наиболее яркие представители и абсолютные чемпионы в своей отрасли. Давайте же вместе взглянем на самые большие машины и механизмы в нашем мире. American Dream. Когда речь идет о самых больших машинах в условиях города, нельзя не упомянуть признанного рекордсмена в этой категории – автомобиль под названием «Американская мечта». Это лимузин с двумя моторами, где есть даже вертолетная площадка, 12 осей и 26 колес. Для его разворота нужно огромное пространство, поэтому машина оснащена двумя водительскими салонами впереди и сзади. Это позволяет осуществлять комфортную перевозку в обоих направлениях. Длина этого лимузина 30,48 метров, или, иначе говоря, ровно 100 футов. Он был построен в начале 1980-х кастомайзером Джеем Орбергом специально для киносъемок и до сих пор держит рекорд Гиннесса как самый длинный в истории лимузин. Туннелепроходческая машина Herrennecht EPB Shield. Если предыдущий красавец хоть как-то может перемещаться по городу, то этот гигант вынужден передвигаться исключительно под землей. В 2016 году немецкая компания Herrennecht AG объявила об окончании создания самой большой в Европе и третьей в мире туннелепроходческой машины под названием Herrennecht EPB Shield. Настоящего исполина, диаметр режущего колеса которого составляет 15,87 метров, создавали специально для строительства туннеля в Апеннинах, Италия. Его размеры на 25 сантиметров превышают предыдущий рекорд европейских туннельных машин. Подземный 4008-тонный монстр, напоминающий фантастического червя из «Дюны», оснащен гигантским двигателем мощностью 8750 киловатт с крутящим моментом 101 296 килоньютон-метров. Для того, чтобы привести в действие массивный бур и прочие механизмы установки EPB Shield, требуется целых 12 мегаватт энергии. Но самой большой по диаметру тоннелепроходческой машиной в 19,25 метров должен был стать проходческий щит, заказанный для строительства тоннеля под Невой в Санкт-Петербурге. Однако в 2012 году от проекта отказались. Роторный экскаватор Bagger 288. Чтобы разместить эту технику, потребуется площадь, равная 2 футбольным полям. Комбайн оснащен 12 гусеницами, которые позволяют передвигаться со скоростью полкилометра в час. Основное предназначение техники – прокладка трубопроводов и траншей. Горный комбайн Bagger 288 обладает следующими характеристиками. Длина достигает 240 метров, имеет высоту 96 метров, а ширина транспортного средства составляет 40 метров. В процессе работы комбайн потребляет колоссальное количество энергии. Его с лихвой хватило бы для освещения небольшого города. Монстр появился в 1978 году и был предназначен для горнодобывающей компании Rain Brown. Несмотря на внушительные размеры, техника способна передвигаться со скоростью 500 метров в час. Вес машины достигает 13,5 тонн. Процесс проектирования Bagger 288 занял около 5 лет. Разработка конструкции обошлась компании-производителю в $100 миллионов. Стреловой кран Liebherr LTM 11200-9.1. Еще один представитель строительной отрасли – самоходный стреловой кран с телескопической стрелой производства немецкой компании Liebherr, установленный на специальное 9-осное шасси автомобильного типа. Этот силач, максимальная грузоподъемность которого составляет 1200 тонн, оснащен самой длинной телескопической стрелой в мире. Максимальная высота подъема составляет 188 метров, что делает этот кран самым высоким из мобильных кранов. Но, как известно, чем выше забраться, тем больнее падать. Так, в 2010 году из-за неожиданного и резкого порыва ветра ротор ветрогенератора, который устанавливал этот кран, рванулся и потянул за собой стрелу с гуськом. Она зацепила кабину, и произошло обрушение на землю. Однако сам кран остался на ходу. Хорошо, что в результате происшествия никто не пострадал.
Самолет Ан-225 «Мрия». Но не только на Земле можно встретить гигантов техники. В небе таких мастодонтов тоже хватает. Одним из них является Ан-225 «Мрия», самый большой и по размерам, и по грузоподъемности самолет за всю историю авиации. Его построили в СССР на Киевском механическом заводе и ввели в эксплуатацию в конце 80-х годов прошлого века. Единственный в своем роде борт никогда не занимался доставкой пассажиров. Но если бы кому-то захотелось переделать Ан-225 «Мрия» в пассажирский лайнер, он смог бы стать самым большим пассажирским самолетом в мире, потеснив всех остальных. Ан-225 должен перевозить различные компоненты ракеты-носителя и космического корабля для проекта «Буран». Также стояла важная задача доставки космического челнока на космодром в случае приземления его на запасных аэродромах. Предполагалось использовать «Мрию» в качестве первой ступени системы воздушного старта космического корабля, что требовало от самолета большой грузоподъемности. При длине в 84 метра, размахе крыла 88,4 метра и высоте в 18,2 метра масса пустого самолета 250 тонн, а максимальная взлетная масса составляет 640 тонн. Экипаж самолета состоит из 6 человек. Уникальность этого чуда впечатляет настолько, что его даже упоминают в фильме «Катастрофе 2012» и в игре Battlefield Bad Company 2. Stratolaunch Model 351. Следующим в нашем списке самых больших машин стоит еще один владыка ветров. Это американский самолет-носитель, элемент авиационно-космической системы воздушного старта Stratolaunch. На текущий момент он является самолетом с самым длинным крылом в истории авиации. Stratolaunch Model 351 представляет собой двухфюзеляжный моноплан с высоко расположенным крылом длиной 117,3 метра, на котором в пилонах установлены 6 турбореактивных двигателей. Длина самолета 73 метра, максимальный взлетный вес 590 тонн, а масса подвесной полезной нагрузки 250 тонн. Система шасси имеет 8 стоек, 6 основных и 2 носовых, с 28 колесами. Не каждый ангар способен вместить такого красавца. Плавучий СПГ, завод «Прилют». Никак нельзя обойти нашим вниманием и хозяев морей. Прилют FLNG – это первое в мире предприятие по производству сжиженного природного газа – СПГ, помещенное на плавучее основание и предназначенное для добычи, подготовки сжиженного природного газа, хранения и отгрузки СПГ прямо в море на газовозы. Водоизмещение прилют FLNG при полной нагрузке равно 600 тонн, что в 6 раз больше, чем у самого большого авианосца, а его длина составляет 488 метров при ширине 74 и высоте 105 метров. Решение о постройке завода «Прилют» было принято в 2011 году компанией Royal Dutch Shell, одной из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. В 2013 году ожидаемая стоимость строительства оценивалась от 10,8 до 12,6 миллиардов долларов США. Это, конечно, немало, но ожидаемая прибыль от деятельности этого монстра того стоила. Подводная лодка «Акула». Не только над водой, но и под ее толщу работают и удивляют воображение обывателей огромные машины. Полное название этого хищника – тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула» SSBN «Тайфун» по кодификации НАТО. Самые большие в мире подводные лодки, из которых в строю сейчас находится только одна – ТК-208 Дмитрий Донской, имеет подводное водоизмещение в 48 тысяч тонн, наибольшую длину 172,8 метров и ширину 23,3 метра. Корабль способен развивать скорость до 27 узлов, что соответствует приблизительно 50 км в час, и может находиться в плавании около 4 месяцев. После модификации и ремонта в 2019 году «Акула» обзавелась ракетами типа «Булавай», несет свою вахту на страже границ РФ. После 2021 года последний действующий корабль серии будет списан, а название «Дмитрий Донской» получит новая подводная лодка другого проекта. Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах XFEL. Не все самые большие механизмы могут перемещаться по различным средам нашей планеты.
Некоторые из них находятся в одном и том же положении на протяжении многих лет. Такой машиной является лазер XFEL. Международный проект по созданию самого крупного в мире лазера на свободных электронах был разработан исследовательским центром DESY и представлен в 2002 году. На строительство и ввод в эксплуатацию лазера было потрачено 1,22 миллиарда евро. 58% этой суммы предоставила Германия, 27% Россия. Лазерная установка длиной 3,4 километра расположена в Германии на глубине от 6 до 38 метров под землей и протянулась от лаборатории DESY в Гамбурге до окраины Шенефельда, где на территории 15 гектаров построены административные здания, экспериментальные станции и лаборатории. Лазер генерирует синхротронное излучение высокой интенсивности, излученное электронами, ускоренными до релятивистских скоростей. XFEL является самым мощным в мире источником рентгеновского излучения. Электроны через сверхпроводящий линейный ускоритель с максимальной энергией 17,5 гигаэлектрон-вольт попадают в магнитные поля ондуляторов, где они будут двигаться по искривленным синусоидальным траекториям, излучая в рентгеновском диапазоне. Для создания эффекта сверхпроводимости элементы ускорителя охлаждаются жидким гелием до температуры минус 271 градус Цельсия. Лазер позволит получать до 30 тысяч импульсов в секунду, а яркость излучения будет на порядке превосходить существующие аналоги. Большой адронный коллайдер. И, конечно же, нельзя было обойтись без упоминания самой большой экспериментальной установки в мире – Большого адронного коллайдера, сокращенно БАК. В строительстве и исследованиях участвовали и участвуют более 10 тысяч ученых и инженеров более чем из 100 стран. Большим он назван из-за своих размеров. Длина основного кольца ускорителя составляет 26 659 метров. Адронным из-за того, что ускоряет адроны, протоны и тяжелые ядра атомов. Коллайдером, от английского collider – сталкиватель, из-за того, что два пучка ускоренных частиц сталкиваются во встречных направлениях в специальных местах столкновения, внутри детекторов элементарных частиц. Глубина залегания туннеля, в котором расположен ускоритель, от 50 до 175 метров. Причем кольцо туннеля наклонено примерно на 1,4% относительно поверхности Земли. Для удержания коррекции и фокусировки протонных пучков используются 1624 сверхпроводящих магнита, общая длина которых превышает 22 километра. Магниты работают при температуре минус 271 градус Цельсия, что немного ниже температуры перехода гелия в сверхтекучее состояние. С помощью БАКа ученые проводят множество разных исследований, связанных с частицами. Но самым интригующим исследованием должно стать изучение эффекта барионной асимметрии Вселенной и объяснение наблюдаемого преобладания в видимой части Вселенной вещества над антивеществом. Находясь рядом со всеми этими гигантами, человек невольно ощущает себя мелкой пылинкой. Для создания всего того, что построили или помогли решить человечеству огромные машины, без их участия понадобились бы сотни и сотни лет. Сложно даже представить, какими трудами наши предки строили свои города и грандиозные постройки того времени. И как же нам повезло, что мы наделены самым мощным и самым большим компьютером на этой земле, который смог придумать и построить машины, делающие нашу жизнь немного легче – человеческим мозгом. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!